А потому что в России нет властей. Надо прямо сказать. Нет. Города умирают. Вот я, как житель Красноярского края, я губернатора не чувствую. А я, в общем, человек с понятием. Я в 2 городах был председателем горосполкома и 1 город создавал. Для начала дороги должны просто быть. Да? Для начала надо понять, что должна вообще возникнуть сеть дорог. Сегодня у нас сети дорог нет. У нас есть древовидная структура, да, то есть когда существует одна определенная трасса, от которой существует множество ответвлений. Это не сеть, это не дорожная сеть. Да, это нечто другое. Вот. Поэтому первая задача на самом деле она в наращивании плотности дорожной сети. Ну как происходит, например, во многих западных местах. Там же прекрасно существуют совершенно маленькие городки, маленькие деревни. Вот. Но благодаря, скажем, той же самой развитой дорожной сети, да, у вас нет проблемы там съездить в оперный театр. Да, понятно, что вы не имеете возможность каждый день туда ходить, да, но и горожанин же не ходит каждый день в оперный театр, правильно? Или на выставке современного искусства. Вот. Но такая возможность есть. А у сельчан, по большому счету, такой возможности нет. Что касается работы, здесь существует абсолютно четкая временная характеристика, да, которая описывается агломерация, это 1,5-часовая доступность по транспортной магистрали. То есть человек не должен тратить на поездку на работу более 1,5 часов. Это предел, который возможен. Да? Неважно, на каком виде транспорта. Да? Порядка 12 тысяч человек в рабочие дни выезжает в город Новосибирск, так называемая маятниковая миграция трудовая. Причем этот поток он перемещается и на электричках, и на личном транспорте, и на маршрутках и автобусах. И, собственно, именно эти процессы создают пробки. Но смотрите, здесь же играет роль, опять же, крайне низкая развитость улично-дорожной сети. Да? То есть мы имеем из Новосибирска, например, очень малое количество вылетных магистралей. Да? Ну, там буквально, не знаю, там сколько их, 5, да, 7, может быть. Что это значит, мы можем видеть каждую пятницу. Да? То есть, когда народ едет на даче, да, и когда каждое из этих направлений превращается в пробки. Соответственно, развитие агломерации, да, если мы пойдем, например, по пути американскому, да, и будем активно развивать субурбию, да, малоэтажное домостроение вокруг города, очень быстро мы придем к тому, что у нас эта пятница будет каждый день. То есть при существующей структуре уличной дорожной сети развитие субурбии невозможно. Конечно, бесспорно нам нужна разлетение сеть дорог. Должны скоростные быть, назовите, если по-немецки аутобана, по-американски это highway, которая бы проходила, конечно, вдоль, но мне так кажется, Транссибирской магистрали. Главное скорость. Тут у американцев скорость. Важно быть быстрым. Быстрым, молодым, поджаром, таким. Вот. А другая философия заключается, что главное не скорость, а пространство, время, то есть где можно лечь и протянуться, и не спешить. Вот. Это больше, наверное, соответствует нашей ментальности, к сожалению. Это не современная ментальность. Это ментальность Обломова, в общем-то. А если войти в мировое сообщество и пытаться с ним конкурировать, то нам нужно, конечно, создавать инфраструктуру скорости. Если в Сибири не додать 1 рубль в транспортный комплекс, весь транспортный комплекс, включая железную дорогу и все, то потери составят по стране 10 рублей конечного потребления. В Европе, если не додать, 2 рубля. Вот нельзя в Сибири ошибиться и не додать что-то на транспортный комплекс. Без дорог не будет жизни, в Сибири уж тем более. Там еще можно как-то, в Европе уже есть что-то. В Сибири без дорог, зимой тем более, все. Это постепенная смерть. Нужно строить дороги, нужно реально не на пиаровские какие-то мероприятия бабло пилить, а нужно дороги строить. Как говорят, у нас там и то, и другое и пиво.
То есть в первую очередь, наверное, в том, что это не стало государственной стратегией. Хотя, если брать опыт других стран, то есть Америку 30-х годов, Японию 50-х годов, Германию тоже 30-х и 50-х годов, то есть видно, что в кризисные периоды нормальное государство, оно как раз строило дороги и давало возможность работы людям. Фактически 1 рубль, вложенный в дорогу, потом дает 3, 5, 10 рублей в зависимости от региона. Ну, мультикассовый эффект, понятно, что. Без развития автомобильных дорог территории сегодня не развиваются. Недостаточно сегодня железнодорожного транспорта. Без развития сети автомобильных дорог освоение Сибири невозможно. А продолжение освоения Сибири, оно необходимо. Ведь ставится задача освоения новой ресурсной базы. Западную Сибирь освоили уже, выкачали уже половину нефти и газа. Теперь речь идет о том, чтобы осваивать Восточную Сибирь. Как ее осваивать будут? Каким образом? Транспортная доступность в Сибири очень низка. Несложно добраться даже до того же Томска. Приходится ехать больше 3 часов. Безусловно, важны и те дороги, которые находятся в городах, да, потому что в городе тоже нужно как-то перемещаться. И, конечно, безусловно, не менее важны те дороги, которые существуют, те коммуникации транспортные, которые существуют между городами. Это и железная дорога, это авиатранспортное сообщение, это и обычные дороги, автомобильные дороги. Кто-то говорит, что между городами внутренней России, между городами, так сказать, не европейской, то есть не московской, да, там, вот этого округа, там нет трафика, но это бред, конечно. Достаточно вот вспомнить дорогу у нас на Алтай, да, то есть на Горный Алтай, на Барнаул, которая получила название «Дорога смерти». Сколько народу туда идет со всех ближайших областей, именно туристический маршрут, да, то есть получается. И насколько там вот, двухполосная дорога, насколько она опасна, то есть и там постоянно бьются. Вот у нас есть проклятое место около Черепанова, да, там постоянно аварии с многочисленными, так сказать, жертвами там происходят. Дороги по своей пропускной способности не соответствуют уровню 21 века. Не только по индексу грузовой нагрузки, то есть сколько они могут выдержать нагрузку на ось, да, то есть у нас они строились по советским меркам, это 7 тонн, а сейчас, если не ошибаюсь, с 1 января должно быть уже 12 тонн, они должны строиться. Ну, сколько было там машин в советское время, там прирост колоссальный этой массовой автомобилизации, такого не было с 73-го года, когда массово запустился АвтоВАЗ, да, и пошли эти «Жигули» там и так далее. То есть, естественно, что, а дороги-то остались те самые из 60-х, 70-х годов. Вот, и естественно, что это сдерживает колоссальное и развитие страны, и фактически является преступлением. То есть, потому что железная дорога тоже перегружена, и плюс там исключительная монополизация в логистике на железной дороге. То есть там практически одна фирма, которая монополизировала все перевозки, и ценники там тоже. В-третьих, у нас логистика внутри страны, она не развита. То есть, ну ладно, ты там, одна железная дорога у тебя идет, грубо говоря, да, то есть, а нужно привезти в какой-то другой город там, или даже конкретно не просто в город, а конкретно на какой-то объект. И вот эти перевалочные пункты, они у тебя съедят столько денег, то есть, что проще все-таки заказать машину, да, грузовик. То есть вопрос в логистике, то есть это выгодно. И в целом, конечно, наверное, где-то 80% из 5000, которые мы прошли до Москвы, там, плюс-минус, наверное, 80% это колея и фактически уже сходящий слой асфальта. Дорога не соответствует, федеральной трассе не соответствует не только по качеству покрытия, не только по колейности, да, не только по количеству ям, но и, естественно, по пропускной способности. Фактически мы в 21 веке вернулись к тому, что было 100 лет назад там при царе, то есть, да, это матушка колея, то есть, вот такая ситуация. Конечно, мы были в шоке. Не только в шоке, что хотел ткнуть носом министр транспорта Левитина, который там словоблудит о том, как он эффективно, инновационно осваивает сотни миллиардов рублей на дороге, причем это те деньги, которые собираются с автомобилистов России в виде акциза транспортного налога. Содержание дорог, наверное, они сегодня уже на каком-то должном уровне. А вот сами трассы, они, конечно, тем ГОСТам, тем стандартам, которые сегодня необходимы, они не соответствуют. Это, конечно, я уже сказал, колейность, а дальше уже будем поэтапно. Это рядность, то есть одна полоса в направлении. Это очень мало, это тормоз. Разделение должно быть минимум 2 полосы, то и 3. Тогда мы близки будем к тому, чего хотим. Резкий разворот влево и удар.
Ну, после удара это просто все как в кино, свет в первую очередь, просто выключился весь, и свет пошел только от огня. Вот, и девочка, которая сидела рядом со мной, ей очень сильно зажала ногу, мы вытащили ей ногу, побежали к форточке, лежит перевернутый КамАЗ, горит весь, горит асфальт, то есть горит обшивка автобуса с левой стороны, вот, горело под нами колесо, то есть там какие-то железки торчали непонятные, ну, и жар, очень сильный жар, и дым, который начинает задыхиваться. Я быстренько это выпрыгнул туда и ждал, когда она высунется, ну и вытащил ее с собой. Погибло в момент удара, ну, где-то 5 человек, это, которые сразу, да. Девочку эту маленькую, 3 года, Вика, такая очень такая классная девчонка, она сидела вот как раз вот рядом с нами. Вот. В момент удара получилось так, что она где-то под сиденьями оказалась просто. А бабушку говорит, вроде как в окно выкинули, что ли, вот с левой стороны, и она там страшно очень, то есть солярка вот эта горящая, она прям в солярке там ползла, то есть поэтому у нее 100% ожоги и были. Погиб мальчик вместе с мамой. Маму сильно зажало, вот, а мальчик просто бежал в огне, что ли, то есть выпрыгнул вроде как из автобуса, и вот нашли в кювете его, то есть, ну, моментально, сильно ожоги. То, что он женщину пытался вытащить, и она говорит, как раз, которая с ребенком, она, говорит, зажата была. Я, говорит, ничего не смог ей помочь. Она, говорит, кричала, но зажата сильно была. Мы, говорит, ее пытались вытащить, но не смогли, потому что сами начали уже задыхаться. И что-то какой-то хлопок был. И все, говорит, пришлось, говорит, ее там оставить, потому что либо сам, говорит, погиб. Ну вот парень какой-то, то есть, которого сейчас вроде как героем должны представить, который погиб. Вот. То есть вот он что-то жену вытащил свою с ребенком, кому-то еще помог. И то есть обратно вернулся и все, остался там. Да. Знаете, я даже, наверное, бы не про экономику сказал, я бы сказал про безопасность. Эти страшные аварии, которые сегодня произошли и в Новосибирской области, да, в общем-то, и по Российской Федерации информационно смотришь, они больше заслуживают внимания, нежели экономика. Это человеческие жертвы, которые гибнут десятками. Это страшно. В том числе, я считаю, что здесь в какой-то степени присутствует и фактор дорожной отрасли. У нас десятки примеров, где на трассах останавливается и движение прекращается не на часы, а на сутки. Это факт. И сюда на самом деле большой поток идет грузов с Европы, и мы должны догонять и строить. Вот у меня родственники живут в Кемерово, и недавно они сказали, что мы практически перестали ездить по М-53, федеральной трассе, потому что состояние ее ужасное. Мы ездим по вашей дороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий, нам там нравится. 5 лет назад построили, и люди там ездят. А вот федеральные трассы приходят в плачевное состояние. Только деньги, только объем финансирования. Внимание к сибирскому региону со стороны центральных властей. Этот кусочек мы строили 3 года. И вот если на следующий год резко упадет объем финансирования, для дорожников это чревато серьезными проблемами. Бывают периоды, когда его много, а бывают периоды, когда мало. Так вот, самое плохое для нас, дорожников, когда вот такие скачки. То очень много, то совсем мало. И, это все равно, что как бы поднять в воздух самолет и выключить подачу топлива. В настоящее время на областные дороги выделяется, скажем так, по содержанию 62% норматива рассчитанного и около 6-9% где-то на ремонт процентов. То есть колоссальные суммы недофинансирования, которые не позволяют в настоящее время ремонтировать своевременно дороги. Чтобы полностью удовлетворять, нам необходимо от 16 до 20 миллиардов в год. В настоящее время выделяется 4 миллиарда 800. Не хватает средств для развития в целом сети области. Основная, конечно, задача – это обеспечить дорогой Новосибирскую агломерацию, развитие как раз вот такой сети первой категории и ликвидировать сеть дорог с грунтовым, так сказать, вообще без покрытия. Да? Сейчас их область около 2300 километров. Наша страна находится на одном из первых мест по аварийности. И чаще всего, потому что дороги не отвечают стандартам, очень узкие, порой 2 машины очень сложно могут разъехаться, тем более выбоины, еще какие-то проблемы, канавы. Чаще всего аварии, лобовые столкновения на наших дорогах – это не редкость, когда нет ни разделительных полос, ничего.
при каких-то ситуациях, ну, как правило, погибает не один, а сразу несколько человек. То есть мы экономим на человеческих жизнях, и ситуацию это надо менять. Плохие дороги, разбитые дороги. Тяжело ехать. Только в Московской области получше, а так они везде. То есть, например, Красноярск – это уже вообще где-то там. Хотя, по сути, те же самые 700 километров всего от нас. Сейчас, ну, как регион, все не разрозненные. А дороги, как сеть, ниточки, все это между собой свяжет. Развитие сети автодорог – это условие будущего развития Сибири. Без этого невозможно представить развитие Сибири. Ну, нельзя просто. И невозможно сегодня без хорошей дороги представить себе, ну как жить, как эти Лыковы жили в тайге. Ну, это ж невозможно, да? И наша, кстати, к сожалению, сибирская глубинка, она умирает значительно интенсивнее, чем это происходит в европейской части. Там свои условия, а вот у нас вот совершенно объективно свои условия. Я на факультете информатики учусь из Каргаска, это из Томской области. И я как бы не планирую и здесь оставаться, и не планирую назад возвращаться. То есть первоначально, да, здесь, а потом, может быть, куда-нибудь в город побольше. В пределах России или не в пределах. Там деревня, скорее сказать, то есть как бы и ничего интересного там нету для молодежи. Это 460 километров к северу и 8 часов примерно добираться. 8 часов добираться. Да. Ну, дорога тоже не очень, то есть, как бы, то есть, если была бы нормальная асфальтированная дорога, можно было на машине бы там за 4-5 часов доехать, тогда, может быть, можно было к родителям ездить чаще. А так не имеет смысла просто. Та молодежь, которая что-то себе представляет или будет представлять, обычно уезжает. Ну, практически все в любом случае едут в Томск учиться, а потом иногда возвращаются, иногда нет. То есть, в основном, конечно, нет. Почему? Они на выходные приезжают, а вот эти такие дни рабочие в городе. А когда заканчивают университет, они возвращаются? Здесь и все. Здесь? А куда еще приезжать? Девушка, кто остается? Ты что говоришь? Уезжает молодежь. Не, ну все равно на лето... Да села не будет скоро уже. Что вы говорите? Сегодня нет работы. Одни заплатки только на дорогу. Я не знаю, как люди ездят, машины свои разбивают. В основном по вахтам ездят. Вот у нас в деревне, я знаю, там по вахтам ездят. В основном. Потому что деревню, ферму разобрали, все. Кто-то в Мальцево работает, там ферма. С Елгина, с Милютина, вот Приречья возят туда. И за 1,5 часа вот еду с Елгина. А сколько там километров? 70 километров? До Томска. 70 километров, 1,5 часа, да? В Красноярске мы знаем первых евреев, которые жили здесь с 17 века, в середине 17 века, даже чуть-чуть раньше, здесь уже живут евреи. Очень много сюда ехали тоже не по своей воле, да, он где-то, может быть, там, в Польше там лето, революция, он стал против, его сюда слали, здесь, понятно, жил в какой-то деревне, и все, он пропал полностью его знания. С другой стороны, эти знания давали Красноярску развиваться. Ну, уезжают, конечно, в другие города, ну, понятно, много уезжают в Израиль, в Москву стремятся сегодня, больше людей уезжают в Москву, в Питер уезжают. Вообще в Питере очень много красноярцев, там, я не знаю почему, много уезжают в Питер. Ну, уезжают. И приезжают обратно тоже есть. Там для много молодежи есть больше возможностей в больших городах, чем это. Ну, не знаю, там молодежь, там из Ачинска, или где-то приезжают в Красноярск, здесь больше возможностей. А тот, который живет здесь, он считает, что в Москве или там побольше город, у него будет больше возможностей. Поэтому уезжают. Много, из Казахстана много. Много. То есть в основном все русскоязычное население, именно русские, то есть переезжают родителистам, да, дедушка и бабушка тоже все в Казахстане. То есть раньше можно было гражданство российское, в России можно было принять за 3 месяца. То есть теперь гражданство Российской Федерации могут получить только граждане, у кого, допустим, брат родной там в России. То, что там Владимир Владимирович проехал где-то чего-то, на чем-то, на колени, вернее, на 3 коленах сразу. А он проехал, только дорога-то исчезает. Каждую осень, там в районе Читы, ее смывает, исчезает. И мы видели эти кадры, когда целые караваны автомобилей останавливаются. И, конечно, это очень крайне сдерживающий на сегодняшний день фактор. Освоение этих ресурсов севера там, и так далее.
оно слишком затратно будет и слишком дорого. Наверное, Россия просто не может себе этого позволить. Она просто не может позволить себе на этом этапе своего развития. Вообще я сторонник того, честно говоря, что нужно максимизировать ту часть Сибири, если мы говорим о Сибири, где население уже имеет место быть. Там явно не хватает. Вот эта быстрота передвижения населения в Сибири, она недостаточна. Сложилось так, и это, наверное, оправданно и правильно, что Сибирь действительно ресурсный цех страны, в том числе и хлеба. То, что Сибирь ресурсный цех, это не значит, что люди здесь должны жить плохо. В Сибири производится, должно в Сибири оставаться, причем, конечно же, немножко больше, чем в среднем по России. Обречь Россию постоянно на состояние сырьевого придатка, то есть мы что, какую экономику мы хотим? Мы что, продолжать дальше хотим качать нефть и газ? И тогда это, опять же, стратегия и концепция развития страны. Я, например, считаю, что это тупиковый путь. Или мы модернизируемся, используем человеческий потенциал, поэтому тогда быстрота перемещения человеческого ресурса, потенциала или просто людей, или личности, как угодно, в зависимости от вашей философской позиции, как вы назовете, homo sapiens себе. Надо переводить людей и создавать внутреннюю и внешнюю мобильность, условия для этого. Страна существует сегодня за счет ресурсов, которые черпаются из Сибири, пока из Западной. Наступает очередь Восточной Сибири. А завтра дальше будет продвигаться все это. У нас в России все города, кроме Москвы, они либо убывающие, либо их численность находится в пределах, колеблется в пределах статистической погрешности, то есть условно стабильное население, как в Новосибирске. Это экономические, в чистом виде экономические плечи. За счет того, что централизация происходит всех процессов в Москве. Ну, сейчас тенденция откровенно негативная, то есть, да, идет убывание городов, да, как бы политика сегодня такова, что города не имеют средств на собственное существование. Вот. Сегодня, там, скажем, бюджет Новосибирска, если мы сравним с бюджетом Москвы, он отличается где-то примерно в 30-40 раз. У нас населения нет, у нас население отличается, в 8 раз, а бюджет отличается в 30-40. Вот такова ситуация. То есть это значит, что все города, они просто не имеют средств на собственное развитие. То есть тут надо менять просто налоговую политику. Если она не изменится, что-то произойдет. Можно только предполагать, что... По последним данным, по последней статистике, 84% от доходов общероссийского бюджета составляет вот как раз НДС и НДПИ, в частности от продажи углеводородов и от реализации там цветных металлов. Поэтому мы видим сейчас явный перекос в системе сбора и перераспределения доходов. То есть страна, можно сказать, вся целиком живет больше чем на 80% от добычи полезных ископаемых, от добычи конкретно углеводородов. Фактически все самые основные, самые лакомые кусочки, да, они достаются федеральному центру. А принцип распределения этих денег, он совершенно непрозрачен. Этот перекос сделан сознательно, это сделано административным способом, то есть вот как бы, не то чтобы обязали там зарегистрироваться, просто вся конфигурация изначально была выстроена таким образом, что все деньги высасываются в центр, все доходы высасываются в центр, нефть добывается здесь, газ добывается здесь, на территории Западной Сибири, да, а вот придумана некая виртуальная реальность, которая позволяет деньги оставлять там, а потом уже регионы вынуждены умолять на коленях, да, московский центр, для того, чтобы он им выделил какую-то часть денег, собранных по всей стране. Дерипаска владеет заводами в Австралии, в Гвинее и так далее. И он туда вкладывает прибыль, не в нас. Ему это хорошо, Русалу хорошо. Прибыль остается где-то. Вся налоговая система сегодня построена таким образом, что львиная часть налогов, больше 70%, около 70%, сосредоточены в центр. Они уходят в центр. Потом в виде дотаций, в виде каких-то, может быть, программ, что сегодня очень модно, там программа жилища, или программа еще чего-то, здравоохранения. В виде этих программ возвращаются на территорию. Это ущербная практика совершенно. 2 налога
только вот сегодня существуют для местного самоуправления, чтобы пополнять действительно на основании налогового кодекса, чтобы пополнять свою ресурсную базу. Остальные все налоги, НДФЛ, НДС, все собираемые на прибыль и так далее, это все уходит туда наверх, часть чуть больше остается, НДФЛ, в частности, в субъекте федерации, а львиная доля, 70%, это сосредоточено именно в центре. Какое местное самоуправление? А потом, конечно, в Москве, у нас же в советское время Москва была образцово-показательным городом, то есть там уже пошли четырехполоски до Урала и за Уралом, чуть дальше, до Нижнего Новгорода дороги, это, конечно, это полный отстой, учитывая количество грузовиков, которые идет там, причем грузовиков, как правило, с перегрузом, дорогам осталось жить, года 2. Система бюджетная и система налоговая построена не в интересах развития территории. Вот мы по примеру Новосибирской области, мы очень ярко это очень остро ощущаем. Россия дорогая страна, и лучше, если бы мы жили в Австралии и в Канаде. Тогда России просто не будет, и русские как этнос могут просто вымереть. К этому идет в Кавказ, да. Здесь жить можно, интересно, и можно жить достойно. Вот жить достойно без дорог нельзя. Экономического решения здесь, вероятно, нет. В рыночных условиях тем более быть не может. И только политическое решение, в том числе и налоги на прибыль, и запрет увод прибыли, и подоходный налог, вот все это в комплексе может как-то сдвинуть с места. Да, Сибирь может прожить без России. В ней не будет тех миллионов населения, и она уже не будет российская. На самом деле принятие решения, определяющее дальнейшее развитие, должно произойти в ближайшие 3, 4, 5 лет. Потому что решение, принятое расширение Москвы по территории равной теперешней Москве, беспрецедентно. Это беспрецедентное решение. То есть такого никогда не было ни в какой стране, я не знаю. И дальше это приглашение к расширению именно Москвы. Москва насчитывает сейчас, как вы знаете, приблизительно 15 миллионов человек. Значит, можно очень-очень-очень быстро еще 15 миллионов добрать. Безусловно, им понадобится еще больше денег. И чем они лучше нас, да? С учетом того, что ресурсы находятся здесь, они живут за счет наших же ресурсов. В каком смысле наших? В том смысле, что мы к ним ближе находимся, они дальше, да? Вот. И здесь сразу же возникает крамольная мысль, а зачем тогда вообще вся эта настройка в виде Москвы, собственно, зачем она нужна? Если у нас есть некоторое имущество, мы его продаем, газ и нефть, да? Делим таким образом, что тем, кто там, получает 99%, а тем, кто вообще везде, то есть 90% населения, получает 1%. Зачем такое вообще перераспределение необходимо? Исходя из каких принципов? То, что касается добычи ресурсов, это как раз вот такая московская оккупационная логика. То есть все дороги должны вести в Москву, чтобы из вас было здесь, что вывозить, да, то, что у вас здесь есть, надо быстро вывезти, да, продать, деньги оставить себе, вам бросить какие-то крохи. Этот вариант мы не рассматриваем. То есть мы исходим из того, что для нас в первую очередь важен тот человек, который проживает здесь, его благополучие, да, вот здесь, вот на территории Сибири. Россия место, она сжимается до уровня княжества московского. Будет ли это лучше московским, кстати, ребятам, которые там живут? Вот у нас большие сомнения. Тогда не ждите, что вот эта часть долгое время останется русской. Что будет делать, например, европейская часть, то есть Россия без Сибири, без огромной территории, богатой ресурсами? Что она будет делать без 30 миллионов человек в условиях демографического дефицита? Можно, конечно, сконцентрировать, учитывая, что Москва сейчас в 2 раза расширяется, положим, все мы станем москвичами. Да, но тоже неплохо. Вот это воссоздание, это, опять же, это философия и стратегия, это создание тогда Московии. Когда Россия перестает существовать, существует Московия. В небольших очень пределах. Как она существует, лишаясь территории. Конечно, это становится ничья земля, но там no man land, но для России это будет колоссальная не только геополитическая, но стратегическая потеря, и фактически это вопрос жизни. Россия навряд ли выживет в этих. Она может раздробиться на множество
княжеств. То есть история как бы повторится. Опять появится там как-то вятичи, древляне, угличи, там сказать. Нужна Сибирь. Если Сибирь нужна, все же говорят, да, нужна. Но в качестве чего? Сырьевого придатка – это одна точка, это старая, традиционный подход. Или Сибирь нужна как форпост России. Здесь, кстати, образовательный уровень был выше, чем в европейской части России. Как территория населена активными и предпринимательски настроенными людьми. И тогда, если это такая территория, то это территория инновационного развития. Тогда получается совсем другая песня. Тогда европейская часть становится как бы от территории, обеспечивающей развитие форпоста. Смещение в Москву – это традиционно, это путь стагнационного развития. Я думаю, это путь не развития России. Это сжатие, это путь сжатия. Это путь сжатия и ухода. Да, фактически это страна одного города, это, я бы сказал, ну такая, как бы, мягкая, или, наверное, уже даже не мягкая форма оккупации. Полезные ископаемые, то есть чего живет страна, на самом деле, все живут с этого, да, они ведь принадлежат всем. Почему какая-то кучка лиц может ими распоряжаться и, более того, устанавливать правила игры для всех остальных? Они же не получили это, то есть они сами эту нефть туда не закачали, на самом деле, газ туда не закачали. Вот. Они пользуются общенародным достоянием. Ну, в тех странах, которые фактически являются колониями, метрополии, когда в какой-то стране, да, то есть есть колониальная политика, есть метрополия, которая всего лишь дает такое количество денег на местную администрацию, которое позволяет просто-напросто как бы людям с голоду не умереть. Ну, это Африка, конечно, уже Нигерия, например. То есть маленькая группа лиц обогащается от того, что продает и является выгодополучателем от реализации всего национального богатства. Вот Россия где-то здесь же, в этой же, на самом деле, находится в этой же когорте стран. И насрать им. Они все живут с одним днем. Урвать этот принцип российского капитализма. То есть они думают о будущем, не думают о том, что останется детям. То есть им нужно урвать здесь сейчас. То есть крокодилья психология. Пытаются как последний день живут, хапать. То есть они сильно мешают развитию в целом страны и общества. Я думаю, что люди, когда будут думать не только о себе, но будут думать и о других, тогда, может быть, наверное, все будет по-другому. Конечно, концентрализация ненормальное явление. Должна была бы быть децентрализация. Это еще и проблема и Советского СССР была. Сама по себе такая концентрация в столице, в одном месте, в одной точке всего. Вот это и ведет к опасности появления Московии. То есть появляется небольшое как бы, государство, самодостаточное, кажущееся на первых порах, концентрирующее все финансовые, культурные и политические ресурсы. Но это ведет к тому, что а зачем тогда другая территория? Потому что центр не слышит. Вы понимаете? Центр не слышит. Почему он не слышит? Потому что нет аккумуляции мнения регионов. Кого он слышит? Он слышит что? Первых лиц, губернаторов, мэров, но это же не эксперты все равно. На мой взгляд, города должны иметь средства на собственное развитие и сами решать, как их распределять. Да? Дальше. Понятно, что любой мэр, так же как любой президент, он не может быть 7 пядей во лбу, человеком абсолютной мудрости и так далее. Да? То есть понятно, что надо привлекать экспертов для того, чтобы решать, как лучше потратить те деньги, которые существуют. Ну вот пример. Нужен нам мост. Нету федеральных денег. Нету просто. Вот второй год или даже третий год уже подряд нету. Федерация на строительство этого моста ничего не выделяет. Строим за счет своих ресурсов. По миллиарду, по 1,5 миллиарда от силы в год. Это город и Новосибирская область. Сколько лет будем строить? Сколько лет будем строить? Я простая арифметика. То есть мы что, 20 лет собираемся этот мост строить? То есть без помощи, без федеральной это невозможно. Поэтому экономическая зависимость, вот такая вот, естественно, она способствует созданию политической вертикали, и здесь никуда не денешься. Для того, чтобы реализовать то, что заложено в генеральном плане, мы в 2015 году уже должны тратить в год
на строительство новых дорог 25 миллиардов рублей. Бюджет Новосибирска, если вы знаете, немножко больше, чуть больше 30 миллиардов. То есть очевидно, что это некий такой абсурд. Если бы город не выпрашивал деньги у федерации, да, а строил бы на свои, то никогда бы проект третьего моста бы не реализовывался в том виде, как он сейчас. Потому что я думаю, что тогда бы посчитали и решили, что надо строить не вот этот Ловозаводской мост, а, например, центральный мост, который стоит не 16 миллиардов, а 4 миллиарда. Да, при этом, на самом деле, он соединяет две уже существующие магистрали, да, Каменскую магистраль и улицу Станционную. То есть тогда бы мы могли, на самом деле, если бы было нормальное планирование, мы могли бы последовательно построить хотя бы одну магистраль. Да? И увидеть ее уже при нашей жизни. Ситуация сегодня такова, что строится отдельными кусками, да, и эти куски, они, конечно, в цельную картину не складываются, и решение транспортных проблем не дают полноценно. Это вызвано тем, что мы пытаемся выцепить деньги у федерации, естественно, всегда это пытаемся выцепить их как можно больше, да, с каким-то запасом, поэтому закладываемся на самые дорогие проекты. Во-первых, сначала происходит все-таки другой немножко процесс, да, сначала мы с вами отдаем федеральному центру деньги свои в виде налогов, а уже потом какая-то часть этих налогов, она возвращается к нам или не возвращается. То есть понятно, что из центра, да, наверное, проще иметь несколько каких-то проектов типа Олимпиады, Универсиады, Чемпионата мира, да, то есть туда эти деньги направлять. На мой взгляд, это неверно. Формально Российская Федерация является федеративным государством. Вот, формально, да. Вы же сами все понимаете. Че? Губернатор у нас назначается из Москвы. Чтобы не баловали, здесь есть ОКО. Потому что решение принимается не в Сибири, а решение принимается там, центр там, федеральные центры, культурные центры. И потом, как ни странно, жители европейской части очень плохо знают Сибирь. У них такие же навязанные навязчивые представления, как и у западных европейских жителей. Потому что Сибирь — это земля льда, снега, каких-то медведей, мужиков, закутанных в тулупы, каких-то заключенных, всеми бренчащих с цепями. А вообще мышление, к сожалению, российских жителей стало все более и более обывательским, узким. То есть мы воспринимаем это на уровне подсознания, что у нас огромная территория, что до Москвы, как до Луны, то есть далеко. Вот эти восприятие расстояния другое. А там они считают, что все близко, сел, поехал, вот и Сочи, вот там и Киев. То есть все под боком. Восприятие дистанции для них мала. И они возникают, зачем нам большие расстояния? То есть закрадывается, если у вас менталитет или у принимающих решений менталитет мещанина и малоразмерная стратегия, то вы и не будете воспринимать, масштабные проекты. Никогда. Сейчас, к сожалению, мы видим даже, что уже принципы прямого управления, к которым прибегает Путин, да, то есть, или Медведев, они не работают. То есть это накладывается на саботаж коррумпированного аппарата на местах. И Новосибирская область, она не исключение. Конечно, человек не может один управлять всей страной, такой настолько сложной системой. Должен быть саморегулируемые механизмы какие-то, да, то есть, причем при активном участии самих граждан. Примерно 50% денег, оно просто оседает в карманах, не доходит до реальной инфраструктуры. Причем это наши деньги, наши налоги. Я от своей семьи, грубо говоря, убрал и отдал деньги кому? Чиновнику конкретному. Это мои деньги, мои личные деньги, мои заработанные. Я тебе отдал деньги, так я и буду тебя контролировать. Не ты же мне деньги даешь. Я тебе даю деньги, я тебе делаю заказ. Ваня Юмор такой: вы в моем городе ревизорами хотите быть? Да, блядь, да.
Только это не в твоем, это в нашем, в моем городе. Да, блядь, телевизором буду, блядь. Вот тебе золотая Нива, блядь, вот тебе сейчас Сибмост будет, блядь. Вот тебе качество дорог, блин, то есть. Еще внутрикварталку можно посмотреть, туда миллиард закачали. Будем ревизорами, так это наши бабки. Не для того делаю, чтобы, блядь, твой зам какой-нибудь очередной себе, блядь, коттеджик построил или на Филиппины, блядь, бабло увез, блядь. Условия жизни в Сибири всегда были и будут тяжелее, чем в европейской части. Поэтому отсутствие должного внимания, более того, последовательное наступление на социальные права вызывает рост протестных настроений. И поэтому протестные настроения в Сибири здесь у нас одни из самых высоких по стране. Есть так называемая социально активная группа, которая может повести за собой, положим, там 5, 7, 10% могут повести за собой остальных 90%. Это в истории было постоянно. Поэтому если даже эти и пока еще и не проснулись, ну что ж, пробудить надо, поставить будильник. Если не проснетесь, ребята, тогда извините. Русский народ, он аморфный. Он будет терпеть до последнего, пока не лопнет. Когда уже совсем приспичит, он тогда уже бежит и хватается за вилы, вместо того, чтобы, как в нормальных цивилизованных странах, да, всем дружно встать, пойти на выборы, принять решение, поменять неустраивающую власть. Определение ментальности сибиряка означает, это очень важно в любой культуре, это восприятие времени и пространства. Вот восприятие пространства сибиряком, оно другое, чем восприятие европейца и даже жителей европейской части России. Для них оно сжато пространство. Здесь оно другое. Вот эта ментальность больших дел, вот общее большое дело. В Сибири это еще как бы сохраняется, потому что общее большое дело — это огромная территория, ее сохранение, ее слоение. Оно подсознательно присутствует. Способность вынести сложности, проблемы, тяготы, стойкость является как бы, можно так, идеалистически фирменным знаком сибиряков. Там и зарплаты, и работу можно найти. А вот дети-то будут все меньше и меньше, вот это точно. А вот здесь к детям отношение вот и было другое. И очень жаль, что это теряется. В Сибири много детей, это хорошо. Это, я уж не говорю про сибирские дивизии, там, которые под Москвой и так далее, все. Сибирское здоровье это было. Тоже что-то в этом было. Смогут жить, но это вот такая каша. Для меня Москва — это приехал по необходимости в командировку. Все, и домой сюда. Современный Красноярск, те, которые строили этот современный город и так далее. Есть очень много тех, которые их не отцели, сами они еще сидели в лагерях. А там, когда сидели в лагерях, все были одинаковые, не было, в общем-то, разницы. Были, конечно, наверное, местами какие-то там, все чувствовали одинаково. И я не думаю, что есть один человек, который может сказать, что вот это наша земля, это земля, которая принадлежит, наверное, Хакаса, Тувинцам, да. Как евреи живут, так и русские, здесь нет разницы. Поэтому здесь чуть лучше я вижу отношения и то, что мы чувствуем и так далее. Надо сделать, как Германия сделала в свое время Адольф Гитлер. В первую очередь построить дороги. Везде хозяева москвичи. Даже на центральном рынке удостоверение у директора рынка выдано Москвы. Все, пожалуйста, до свидания.